Московское время 11 часов, начало 12-го. Да, вот выезжаем к МКАДу. Да, выезжаем из Москвы. На улице 26-28. Кондей в машине не врубаем, экономим мы как нищие американцы с открытыми окнами на всю, короче. Рвем навстречу приключениям. Так что будет весело, я думаю. На 1500 рублей. Сейчас будем продолжать двигаться дальше. Проехали Волгоград, подъезжаем к Волжскому. Больше 1000 километров пройдено. Останавливались, было, поспали пару часов. Ну, я поспал пару часов. Время 5:13. Да. Даже не верится, что мы снова здесь. Брат был в том году, а я был в позапрошлом. Да, я уже третий год. А брат уже третий год подряд. И вот одни из немногочисленных деревьев, вот как видите, в основном везде степь. Степь, выжженная степь, очень много. Прокомментируешь что-нибудь? О, почти добрались, 8 часов утра. Ну вот мы практически на месте. Заехали в местный магнит на рынок. Представляешь, полчаса сутки. 23 часа. Ну да. То есть, грубо говоря, практически сутки мы на месте. Купили свежие баранины. Ваш покорный слуга сегодня будет готовить вкуснейший харчо. Отчет на месте. Снимем, да? Как Да, конечно. Будет харчо на природе, салатик, все вкусно. Да, вот. Едем и надеемся, чтобы наше место было не занято. В машине пахнет свежими вкусными дынями. Да? Да, кстати. Люди, вы когда-нибудь такое видели? Мы едем на Шкоде по полю. Поле идеально ровное практически. Попытаемся выехать на дорогу. Вот она, мы ее нашли. Надо было по ней ехать. После получасовых блужданий по полям мы наконец-то нашли верный маршрут. Но мы в принципе и не плутали. Брат едет более-менее по памяти. Я первый раз сижу, ориентирую его по карте. Ну вот, мы наконец-то на берегу. Прошло всего лишь несколько часов. Время 15:21. 15:21. Мы уже обустроились, поставили палатку. Вон наши удочки. Вот мой голодный водитель, братик мой. Вот наш мини-импровизированный лагерь.
Иванович уже забомбил салатик. Нарезал, едим на скорую руку. Нажористые химикалии быстрого приготовления. Вот. Приятного нам аппетита. Сейчас мы поедим. Брат пойдет ловить рыбу, заниматься снастями. Олег Викторович варит харчо. Ой, харчо будет просто песня. Наверное. Хотелось бы в это верить. Мы приехали сегодня, встали на нашем втором месте. Но у нас, как говорится, как передача «Кот в мешке». Кот в мешке, вон там. Не Финляндия, конечно, но очень круто. Вот это наши соседи. Коты в мешке сидят. Мы просто не знаем, что нас ждет сегодня. Будем мы спать. Будем мы спать или не будем. Я думаю, нас ожидают свиньи. Нас не свиньи ожидают. Нас ожидает сегодня просто Сикстинская капелла. Наверное. Наверное, будут петь. Потому что они нас предупредили, сказали нам, что ребята, мы очень громкие. Да. И мы вам... Все, убавляем. Убавляй, еще. Убавляем. До желтенького. Вот на таком медленном огне. Вот мы чуть не профукали, но мы вовремя все убавили. Мясо должно медленно кипеть. Расскажите, почему нужно варить бульоны на медленном огне, а не на быстром? Правильный бульон варится на медленном огне с добавлением лука и моркови. Лук и морковь выступает как угольный фильтр. Вообще в идеале их лучше пришкваривать, чтобы поверхность была черная. А что значит пришкваривать? Ну, в идеале это делается, подпекаются овощи. Это дает более приятный вкус бульону, более золотистый цвет. И когда у вас обожженная сторона, вообще это делается, вот если электрическая профессиональная плита, ты обжигаешь лук-морковь на плите, у него становится черная поверхность. Вот эта черная поверхность, она в себя затягивает все вот эти оставшиеся белки, всю вот эту фигню, то, что при температуре, когда бульон варится, когда кипит, он вот эта угольная, вот эта горелка на угольный колер вот этот на овощах, он в себя вытягивает, из-за этого бульон получается чище и получается вкус лучше, более золотистый цвет и более пикантный. А через 2 часа у нас гурманский суп харчо. Да, я очень давно не ел харчо, я не люблю баранину, но я очень люблю баранину. Именно суп харчо должен делаться исключительно из баранины. Если это не баранина, это не то. Лук, ты говоришь, зачем много лука? Лук как раз он скрасит вот этот специфический звук. Вот советское. Звук, говорю, вкус, говорю. Вот в советское время у нас на улице Красная Пресня был ресторан, назывался Домбай. Да, я знаю. Домбай. И там готовили харчо. Да. Я очень хорошо помню вкус этого супа. Да? А вообще это что? Это суп? Это суп. Это можно назвать супом, да? Пока наш бульон варится, мы нарезаем лучок, подготавливаем главные ингредиенты супа. Томат паста у нас уже куплена. В идеале ее надо, конечно, Михаил собрался на спасать. Нет, спасалки. Собрался на... Обычно я делаю это намного быстрее, но в условиях кустарного способа это делается немного медленнее. Олег, расскажите, пожалуйста, а для чего так много лука нужно в харчо? Но в вашем случае сегодня это 5. Да, 5 луковиц. Да. Обычно, чем больше лука, тем вкуснее. Лук дает клейковину. Не рис дает клейковину харчо. Ну, он тоже дает, но лук больше дает клейковину. Французский суп луковый ел когда-нибудь? Нет, он делается полностью из лука. Не пробовал. Туда идет как-нибудь в Москве. Вот давай купим здесь лука, и дома сделаем французский луковый суп.
Ага. Это, конечно, А какой геморрой. Это, нужно? конечно, геморрой. Не-не, а какой нужно лук использовать для Любой, французского лукового супа? Любой. Ну, белый. Ну, любой белый, какой? Вот там белый был сегодня... Белый репчатый. Сегодня на рынке был горький, Нет, белый. горький нет. Белый сладкий. Вот белый сладкий, кстати, будет вкуснее. Бордовый. Бордовый нет. Бордовый сладкий. Бордовый используется чаще для салатов и для украшений. Он более имеет сладкий привкус. Луков тут тоже очень много. Никогда не задумывался, почему лук-порей используют, допустим, в салатах. Лук-порей в салатах? Да. Потому что он нежный, он не дает горечь. От него глаза не режет. У него нет резкого вот этого. Но он не режет глаза, он не дает горечь. Да. При приготовлении салата. Да. А при употреблении салата То же самое. что то же самое? Обычный лук, ну ешь ты его и ешь в салате, он никакого эффекта. Нет, не скажу. Вот если бы мы вот этот порезали, ты все равно его будешь чувствовать. Понятно, что он будет другой, сладкий. А что там сердцевины? Зачем ты вырезал Не сердцевину? вырезайся. Просто тут носик. А носик зачем ты? Носик, ну там этот кожура, которая потом попадется вам в супе, не дай бог. Вот. Основа хорошего харчу — это баранина, лук и хотел сказать, морковь, и рис. И, конечно же, томат-паста. Томат-паста даст красный красивый цвет и вкусную густую основу тоже. А рис какой нужно использовать? Не все рисы В используются. принципе, да. Нет, в принципе, да. Хорошо. Идеальнее всего делать кубанского круглого. Ну, потому что он более клейкий. Он более клейкий, он быстро разваривается. Не пропаренный, не такой, как он быстро длиннозерный, разваривается, да? Вот видишь, там носик. А, подожди, я Видишь, покажу. там носик. Ага, носик, увидел. Вот, носик нам уже не нужен, чтобы нам попался. Вот его вырезал, Ага, и все. и что? И поэтому не только нет, будет вкусно просто. Чем больше лука, тем вкуснее. Ты поймешь. Просто баранина очень специфическая. Я, в принципе, не очень люблю баранину. Но единственный суп, который... А в чем ее специфичность баранины? Вот у нее вот этот легкий, вот этот специфичный вкус этого жира. Ну да, я сегодня Его- почувствовал, когда мы зашли в магазин, Да, вот свежак, этот вот... Да. Что-то лучок. А где же твой японский ножик? Какой? Зачем его брать? А у тебя... Нормальный повар может порезать практически любым ножом, если Нет, я он понимаю. острый. Это беспонтовый Стирлинг Энглин. Это мой первый нож, с которым я учился в ПТУ номер 41 Да это что? в 2000 году. Ему 20 лет, да? Да, ему 20 лет. 18. 18 лет. Ну, вот давай этому скажем 20. я его практически не использую. А подожди, стерлинг, это не тот стерлинг, который я тебе покупал на вьетнамском рынке Бака, Наверное, это именно он. да? Да. А, то есть тенденция такая, что 18 лет назад вьетнамская сталь была намного круче, чем сейчас. Ну, не вьетнамская, наверное, китайская, может быть, это даже подделка. Но здесь, на удивление, очень крепкая ручка. Ну да, то есть уровень подделки был... я вижу. Вот это говорит о хорошем качестве заготовки что ножа. У тебя идет основание до конца. В моем, допустим, в Масахиро тоже идет до конца заготовка. В современных моделях она уже идет вот до сюда. Это заход именно основания... Чем длиннее заготовка, тем удобнее нож. И тем меньше вероятность, что он у тебя сломается где-то. Понятно. Здесь, там, то есть он цельный, он идет до конца. Ага.